Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу сделать украшение и показать вам, что я придумала с ободком, так как я уже делала. Если кто-то не видел, посмотрите, оставлю ссылку. В этот раз я хочу сделать украшение именно вот так. Будет у меня надеваться на шею, но мне нужно это закруглить края и немного расширить. Это легко делается. Беру плоскогубцы. И немного края я буду закруглять вот такими движениями. И смотреть, где нужно больше, где меньше. Сейчас я это все сделаю и уже покажу вам. Вот так у меня получилось. Вот так я расширила его. И у меня примерно получилось 14 сантиметров. Но это примерно как мемори проволока. И края мне нужно будет загнуть, сделать петельки, к которым будет крепиться у меня. И еще бусины. А бусины я буду использовать вот такие, черно-белые, такие этнические. Покупала я давно, и вот никак я не могу придумать с этими бусинками что-то интересное. Не помню, как, по-моему, агат было написано, но на агат это не похоже. Это, возможно, какая-то прессованная крошка. И вот так окрашены они. У меня здесь, по-моему, 10 миллиметров и 8 миллиметров бусинки. И хочу использовать вот такой силиконовый шнур, который надевается на проволоку. Будет на шее именно лежать шнур. Сейчас я примерно отрежу вот так, потому что здесь я хочу бусинки нанизать еще. И уже дальше буду показывать, что я буду делать. И вот так я надела силиконовый шнур 4 миллиметра, и я буду надевать вот такие проставочные бусины. Так как здесь отверстие большое, видим, да, она может смещаться и не очень по центру будет стоять. И я, наверное, вот эту еще бусину надену. Вот такую. Кто-то называет НЛО эти бусинки. Похоже, да? И теперь буду нанизывать уже бусинки. У меня есть вот такие две темные, не знаю. Может быть, одна вообще полосатая. На агат похоже, посмотрите. Интересно. Именно такие две темного оттенка. А вот остальные светлые. Нет, я их, наверное, не буду использовать, эти две темные. Будут выбиваться по цвету и уже как-то некрасиво будет, я думаю. И еще вот такая темная тоже с одной стороны. Ну вот они какие-то все вот такие неровно окрашены такие. Видно, да? Ладно, буду выбирать самые красивые. И я думаю, вот между ними... Может быть, нет. Есть еще поменьше у меня вот такие бусинки. Вот видно вам, как они отличаются по размеру. И, может быть, вот эти проставлять между бусинками. А возможно, еще гематитовые поставить. Сейчас я попробую. Может быть, они будут лучше смотреться. Но они очень маленькие и не проходят. Отверстие маленькое не проходит. То гематит у меня отменяется. Ну и гематит, во-первых, с блеском. Я думаю, здесь он будет неуместен, так как такое этническое украшение, здесь блеск мне и не нужен. Значит, я буду вот эти проставлять. Это, наверное, будет лучший вариант. Так как здесь у меня такое окончание, здесь немного будет бусин. Вот сейчас я посмотрю. Может быть, даже и по 3 бусины, и достаточно. И потом просто закручу петельки. И вот так у меня получилось. Вот такие петельки. Я специально большие, так как здесь будут крепиться у меня карабины. И теперь будет нижнее украшение, бусы. Сделаю из этих бусин. Буду собирать я на ювелирный тросик, наверное, на черный, так как у меня черный 0,38, а вот медный жалко только 0,30, тоненький совсем. Буду на черный собирать. Ну и сейчас покажу как. Есть у меня вот такая бусина керамическая, большая, 20 миллиметров. Недавно получила, вот в комплекте было 5 штук. Вот такие крупные. Я
много накупила керамических бусин и хотела делать со шнуром. Я уже говорила вам, да? Ну вот возьму одну бусину в это украшение. Мне кажется, она здесь подходит. Мне понадобится пин, чтобы закрыть отверстие. Здесь я уже буду вот так собирать. У меня есть вот такие большие, вот такие волнистые проставочные диски. Это я покупала на ярмарке мастеров. На Алиэкспресс я такие не находила, к сожалению. Ну, а такие у нас есть на сайте Алиэкспресс. В наличии, по-моему, есть. И вот так я закрою отверстия бусинки. Вот такие вот и вот такие. Здесь я поставлю вот так. И теперь с двух сторон, с этой стороны я закрою. Вот так вот у меня будет. Я закрою сейчас петельку, сделаю. И будет такой элемент у меня. И решила я закручивать 2 раза, потому что он такой гнется очень хорошо, эти пины, как я вам показывала их. И я вот так скрутила в 2 раза. И с этой стороны я тоже сейчас закручу двойной такой пин. И вот так получилось. Так будет надежнее и крепче держаться. Ну и теперь я буду собирать украшения. И вот так я собираю. Здесь я поставила 7 бусин. И потом провела вот в эти петельки тросик. И вот так у меня получается посередине бусинка. Интересно, да? Мне тоже интересно, что это будет. Ну и теперь я продолжу собирать дальше. Вот такие поставила бусинки. Нравятся, красивые такие, да, этнические. Ну и сейчас еще соберу. Примерно, чтобы было 45 примерно сантиметров. И вот так я собрала уже. Одну сторону я закрыла кримпами. И теперь я набираю 2 кримпа. У меня обжимная бусинка маленькая. Вот такая медного цвета. И теперь у меня здесь надо, чтобы одинаковое количество было бусин. И добавляю еще одну. И теперь вот такую я поставила здесь. Повторяю все, как с другой стороны. Теперь протектор. И провожу протектор. И надеваю карабинчик. С 2 сторон у меня будут карабины. Сейчас я все проведу. Все подтянула, но не сильно, чтобы они колом не стояли. Я уже показывала это не раз. И теперь кримпы я закрываю. Сначала я протектор зажму. Я постоянно это делаю, и так прочнее намного. И здесь я уже беру плоскогубцы именно с резьбой, чтобы зажать кримпы. Ну и теперь обжимную бусинку. И 2 кримпы у меня хорошо стали. Проходят. Это, по-моему, 3 или 4. Надо посмотреть, я не помню. Я оставлю на вот эти обжимные бусинки. Они такие шершавые. Поверхность. Мне нравится именно эти бусинки. И аккуратненько надо закрыть так, чтобы не было вот этой щели. Не люблю я эту щель. Вот маленькая, видно вам. У меня щелочка. И надо ее как-то закрыть, но сильно не пережать. Так, все, хватит. Красиво. И тросик я отрезала и спрятала. Все. И у меня получились вот такие бусы, которые можно носить отдельно. Просто здесь нет цепочки удлиняющей, а просто карабинчики 2. И соединяем и носим вот так украшение. Но я делаю его, чтобы можно было крепить вот за вот эти петельки. И вот так носить украшение. Оно получается длинное, примерно до груди. Украшение получилось примерно 45 сантиметров. Можно снимать его и носить так. Ну, а можно и вот так носить. Но здесь можно даже подвесить
на это украшение вот такую цепочку или другую, какая у вас есть, и длину отрегулировать, и еще какую-нибудь бусину здесь большую, например, и цепочка тоже будет оригинально смотреться. И можно снимать. Это вот так раздвигается, вот эта часть, и спокойно можно надеть через шею. Вот такое украшение у меня получилось, на мой взгляд, интересное, что-то новенькое. Как вам такая идея? У меня осталось еще много бусин, я могу сделать браслетик. Ну, не знаю, это украшение, если кому-то понравится, я, возможно, и продам. Ну, а если нет, я и сама такое не откажусь носить. Мне очень понравилось. Интересная идея. Смотрите фотографии, как оно получилось, как оно выглядит. Ну, а если вам понравилось, пишите комментарии. Ваше мнение мне тоже всегда интересно. Ставьте лайки, если понравилось. Переходите на Дзен. Подписывайтесь. Ну, а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч.